Сегодня мы поедем в 3 магазина и посмотрим, как одеваются в Лапландии, и сравним цены. Первый магазин легко узнать по значку с медведем, как будто сразу намекает, здесь все про север. Этот магазин, где все для настоящей зимы. Первое ощущение, что здесь все выглядит плотным. Когда берешь куртку в руки, она кажется тяжелая, но это большой плюс, потому что это как защита. Финская одежда вообще устроена немного по другой логике. Нужно продумать так, чтобы было модно и тепло. Шапки плотные, закрывают уши, тонких почти нет. Перчатки вообще отдельная история. Есть кожаные, вязаные, непромокаемые и совсем плотные. А вот теплые штаны. В Лапландии штаны – это как вторая куртка, только для ног. Они очень плотные и непродуваемые. Смотрите, а вот шорты, они с утеплителем, легкие, не сковывают движение. Сначала выглядит странным, что шорты зимой, но логика в этом есть. Можно легко снять, когда заходишь в помещение. Тепло, не продувает. Термобелье. Термобелье – это здесь база. Оно легкое, но греет. Это тихий герой зимы. Без него здесь очень сложно. А вот женские куртки, они почти все до колен. По ощущениям такие же плотные, как и мужские, никаких тонких силуэтов. Все про комфорт и тепло. А вот теплая шапка с натуральной нитью. Если шапка и плюс капюшон, можно вообще не бояться ветра и мороза. А теперь про обувь. Она сразу же выглядит массивной. Легкой обуви здесь нет. Подошва толстая, тяжелая. Это не про минус. Это значит, что по снегу и льду она будет устойчивой. Берешь в руки и понимаешь, это не городские кроссовки, это обувь для настоящей зимы. Вообще, если вы когда-нибудь собирались в Лапландию или любите смотреть, как живут в других странах, я думаю, вам будет это интересно. Забегаем в Стадиум. Это уже другой формат магазина. Он более массовый, более доступный по ценам. Здесь продается повседневная спортивная одежда, которую носят каждый день. Эта одежда не только для сильных морозов, но и для обычной городской зимы. Если в первом магазине вы видели одежду для выживания, то в этом магазине одежда более для повседневной жизни, для школы, для работы, для прогулок по городу. Больше выбора по цветам, по моделям, но и цены заметно ниже.
Покажем куртки, обувь и посмотрим, чем эти магазины отличаются. Мне нравится, что детская одежда здесь очень практичная, чтобы было удобно двигаться, играть в снегу. Есть разные размеры, разные цвета, и все выглядит довольно прочно. Мужские куртки. Здесь больше вариантов для города, чтобы каждый день ходить на работу. Ну и по цветам, конечно, выбор больше. Не только строгие и темные куртки, есть и яркие, и разных оттенков. Можно выбрать на любой вкус. А вот также шорты, как я вам показывала в первом магазине. Их можно носить поверх термобелья. Вот обувь. Подошва здесь уже не такая массивная, как в первом магазине, но все равно она не скользит. Для города это самое то. Ну и, конечно, по ощущениям более повседневная обувь. Цветов и стилей, конечно, больше, чем в первом магазине. Цены, конечно же, ниже. Вот мужская обувь, дизайн простой, без лишних деталей. Обычная практичная обувь. И в основном на шнурках. Ну и зайдем в секонд-хенд. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, выбор здесь огромный. Все загружено. Куча курток, все развешено по цветам. Давайте посмотрим куртки, обувь и также сравним цены. Вот, пожалуйста, черный, бордовый цвета, розовый. Можно собрать наряд по своему вкусу. Кофты можно вообще выбрать недорого. 3,50 евро, 4,50. Также радуют и размеры. Можно найти любой размер. От XL до большого размера. Вот мужская обувь. Она здесь тоже не супер дорогая. Можно найти размер. Посмотрим женскую обувь. Обувь здесь тоже разных размеров. На тонкой подошве. Вот валенки настоящие. Если кому очень холодно. Есть разные модели на шнурках, на молнии, с меховой подкладкой. А в такой обуви можно вообще гулять, не замерзнуть. В общем, выбор здесь велик. На ваш кошелек, на ваш вкус. В Лапландии главное не замерзнуть. И поэтому к выбору одежды нужно подходить серьезно. Говорят, не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Надеюсь, мое видео было для вас полезным.